Приветствую всех на своем канале. Почему я решила снять этот ролик, сейчас расскажу и покажу. Многие мне пишут, что я специально снимала розы, просто снять ролик. Так вот, что я хочу сказать. Любой человек не застрахован от болезни. Я об этом в своих роликах писала. Розы я свои очень люблю. И каждый год я готовлюсь к укрытию. Неужели люди, которые мне это пишут, думают, что посадив 180 роз на сегодняшний день, я решила загубить их в один год все? Так вот, дорогие друзья, просто так случилось. А свои розы я люблю. И сейчас я покажу, как я готовлюсь к укрытию своих розочек. Вот, приспособила решетки от холодильников. Вот так я их связываю. Вот, и они свободно. Вот розочка ничего не мешает, ни с чем она не соприкасается с металлом. Она свободно находится внутри. Вот, если так вот розы, можно отдельно стоящую накрывать и колпачком. Вот, а можно и если стоят в ряд. Вот, у меня прекрасно было так накрыто в 2021 году. Вот, и я их накрыла. Ничего с ними не случилось. Все отлично сработало. Вот на другой клумбе у меня тоже они стоят. Вот, это отдельно растущие розы. Вот так я приспособила эти решетки. У моих соседей вот так снег складывает парник. Своей нагрузкой он так сильно давит, что протыкает розочки спанбонд, и вся масса снега падает на розы. Нарушается целостность спанбонда. Чтобы такого не происходило, я у себя придумала использовать 5-литровые бутылки. Так как у меня посажено достаточно много роз уже вот, на клумбе, я решила показать вам приспособление, которое я придумала под дугу, потому что дугу растягиваю на всю ширину клумбы, несколько дуг ставлю, и под дугу завожу на штыре бутылку 5-литровую. Вот так с двух сторон я делаю отверстие, протягиваю шпагат, завожу под дугу, привязываю, и уже очень хорошо все стоит, никуда ничего не смещается. Накрываю спанбондом, вот, и никакой снег уже не продавит эту дугу. Вот, и ни розы не поломает, ни вообще отлично так вот работает. Вот показываю вам приспособление, которое мне сварил муж из металлических прутьев. Вот так выглядит. Вот. И пошил мне колпачки из спанбонда. Вот. Достаточно места розочки свободного, вот, чтобы ее ничего не беспокоил, ни спанбонд, ни решетка. Очень так просторно ей. Сейчас вам покажу, как выглядит этот колпачок. Вот, внутри показываю вам, как розочка находится. Вот. А сверху вот одет вот такой пошитый колпачок. Мне муж пошил. Я не умею шить на машинке. Он мне пошил много колпачков таких и много решеток таких сварил. Вот так можно ее прижимать к земле, можно прижимать камнем, кирпичом. Вот. Также потом можно вот верх этот связать, завязать. Вот. И в любое время можно открыть, развязать, посмотреть, как зимует розочка. Очень даже удобно. Хочу еще показать, как уберечь молодой саженец
плодового дерева, когда он молодой совсем, вот у меня растет азимина. Сейчас она уже подросла, когда-то была меньше, и я вот так ее оберегала от мороза и от мышей. Вот такая труба. Сделала я ее из пластиковой сетки, скрутила, обмотала спанбондом, вот, скотчем склеила края, предварительно зашив. Пришила вот такую петлю, вот такими штуками она прижимается к земле, никуда она не денется, вот ничего ее, никакой ветер не сорвет. Вот. А наверх одеваю такой же пошитый колпачок и связываю по кругу. Прекрасно зимует. Можно любой плодовый саженец уберечь от мороза и от мышей. Работает отлично. А вот показываю, как сейчас опять нас засыпает снегом. Вот так мои розочки стоят. Вот сиротки в этом 23-м году. Вот. И вот эти приспособления я ставлю в каждой розе. Иногда могу просто дуги растянуть. Вот. Поэтому есть и такой вариант. Спанбонда достаточно у меня разного. И пошитые колпачки, и целым полотном. Поэтому я уже сама потом решаю, как мне лучше поступить. Или ставить вот эти приспособления на каждую розу и накрывать. Или растянуть дуги. Не думаю, что с первого года все, кто хотел заняться розами, стали прямо сразу все в один миг опытными, талантливыми, профессиональными розоводами. У всех были свои ошибки, где-то более успешными оказались люди, где-то нет. И то, что я выношу на обсуждение свою неопытность, она действительно, я новичок, у меня 3 года всего, и я решила снять ролик не для того, чтобы меня унижали, а для того, чтобы общаться с розоводами, набираться опыта. Поэтому вот как-то так. Хочется общаться по-доброму. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось. До новых встреч!